И всем привет, дорогие друзья! Сегодня хотел бы поговорить про подделки, потому как с каждым днем, с каждым годом их становится все больше и больше, и на это нужно обращать внимание перед тем, как покупаешь, потому что это очень важно в нашей тематике, в нашем часовом мире. Так как часов выпущено китайских, подделок очень и очень много. Итак, сегодня хотел бы поговорить про такую модель часов, как Swatch. Про остальную версию — хронограф. Очень красивые часы я решил купить, наверное, год назад. Это произошло год назад. Они мне стоили $200, которые я купил с Киева. Созвонился с человеком, он мне любезно все рассказал. Я у него спрашивал, оригинал это, не оригинал. Ну, конечно же, он мне все говорил: да, ты что, вообще, это оригинал, я их покупал, любил, носил, это часы мои. Практически не носил, там все дела, в очень хорошем состоянии. В итоге что? Прихожу я на почту, забираю их, и я их забираю. То есть я хоть и ему сказал, что скажите, это оригинал? Потому что если они придут на почту и я увижу, я откажусь. Не хочу вам терять время и себе терять время. В итоге он говорит: да ты что, вообще оригинал? Я ж прихожу на почту, а я имею в коллекции у себя 2 часов Swatch, такие и такие. Ну и еще там обычные пластиковые, но мы сейчас про хронограф говорим. В итоге я был в тот момент вот в этих часах, это оригинал, в этом я уверен на все миллион %. В итоге что я делаю? Я прихожу, смотрю и я забираю, потому что, я ничего подозрительного не обнаружил. Стрелки крутятся, батарейка исправна, механизм исправный, все перещелкивается, хронограф рабочий. Единственное, что у нас получается, вот это у нас внизу день недели, то есть это число, то есть это как дублирующее. У нас вот это 14 число, и тут должно быть 14. И это выставляется точно так же, как и на Swatch хронограф. То есть мы высмыкиваем там в первое положение и начинаем регулировать с помощью кнопок. Вот. Это у нас отвечает за секундомер, то есть оно там в пределах 30 минут может показывать, это секунды, а это минуты. То есть стрелка бегает. Вот. В итоге что? Я забираю, прихожу домой и, конечно же, я начинаю смотреть их, осматривать, потому что как-то, подозрительные. Правда подозрительные. И пока шел домой, я заметил одну вещь, на которую стоит обращать сразу же. Как мы видим, внизу в Swatch всегда обязательно пишут Swatch, про значок авторские права, потом у нас есть AG и год выпуска. Это модель 2004 года. Теперь смотрим на китайские. Значок авторских прав какой-то кривой. Дальше идет надпись Swatch, дальше AG, но года выпуска нет. Хотя у нас там написано и Swatch, и Swiss, все дела, все прям так красиво, все хорошо. Но это не так, это Китай. В итоге прихожу домой, но я еще подозревал, но еще не был уверен на все 100%. В итоге открываю я задний люк, значит, и вижу вот такой механизм. Что это за плата, что это такое? И еще. Это все было накрыто вот такой вот блестящей пластинкой. То есть батарейка была зафиксирована сверху. Если кто-то из вас открывал задний люк и менял батарейку сам, то все знают, что батарейка там достается очень легко, и она никак не фиксируется. Точнее, она фиксируется, когда мы ее вставляем, ее пружины по бокам обхватывают. То здесь такого нет. То есть там просто вкладывается батарейка, и с помощью вот этой пластинки и маленького болтика фиксируется эта батарейка. Что как бы уже не свойственно Swatch. Хотя люк, там все, крышечка, все дела, все там как бы было красиво. Вот эта крышка, это отсюда. Она там, кажется, даже была... Нет, это не отсюда. Ну ладно, это не отсюда. Видимо, где-то дома. В итоге люк как бы все, там и резиновая прокладочка, все идеально. Но это вот уже раз. Первое — это у нас год выпуска. Второе — это у нас механизм, то есть он такой не должен быть. Это не оригинальный механизм. А следующее — это... Так, возьму вот так корпуса. Это оригинал, это копия. Переворачиваем оригинальный корпус. И мы видим, что у нас все надписи
четко пропечатанные, именно вбиты, вштампованы прессом именно в металл. И переворачиваем Китай. И мы видим, что у нас надписи вверх ногами. Надписи вверх ногами. Да как такое можно было сделать? Да это же просто халтура. Это мы вот берем, на чем вот так вводим, и мы слышим, что у нас ноготь как цепляется. То есть оно именно вбито. А здесь нет. Это просто или отписка струена, или лазером нанесли. Ну вот как бы и все. И я уже после этого расстроился. Думаю, все. Прокинули, кинули, обманули, негодяи. Вот такой вот у меня неудачный опыт. О, вытащилась заводная головка. Как это удачно. Сейчас я вам покажу. Механизм. Чтоб не по фотографиям. Фотографии-то все хорошо, это вживую. Так. И вот тут, когда я еще снял, вытащил механизм, я увидел вот это проставочное кольцо пластиковое. В оригинале такого нет. Там все просто вставляется наголо. То есть механизм просто в металлический корпус, без никаких прокладочек таких пластиковых. Ну ладно, то все фигня. Но вот это что такого не должно быть. Во-первых, циферблат. Что с ним вообще такое? Что это? Золотой механизм. И это, кстати, еще и даже неплохой механизм на самом деле. То есть не самый как бы дешевый. Я его смотрел, он в продаже есть, его можно даже купить новый. И на Алиэкспресс можно купить, и у нас тут в магазинах местных часовых. Вот. То есть даже есть 3 камня, на секундочку. Выполнено, в принципе, все достаточно неплохо. Но это же не оригинал. Вот, а еще из таких забавных фактов, что, видите, у нас вот эти вот кнопки очень длинные. Если сравнивать с оригиналом, то там их практически не видно, а тут они выступают как сильно. За счет того, что корпус, он больше, он шире. А за счет прокладок, вот, ну не прокладки, а проставки пластиковые, они уменьшили, чтобы механизм туда вошел. Вот. Но еще вы, я уверен, заметили, что у меня на моих часах стоит вот этот сетап. То есть вот эта золотистая надпись Swatch, вот это золотое кольцо. И все потому, что, ну, надо было же как-то выходить из ситуации. У меня были вот такие сводчи, но они были в стальном оформлении. Сейчас покажу. У меня, получается, было вот такое кольцо вместо золотистого. Это оригинал. Swatch написано. Везде вокруг Swatch и точка, да? И тут смотрим тоже точка, Swatch, точка, Swatch. Но мне ж очень понравился как бы этот дизайн. Ну, надо было что-то думать. В итоге что? Я ж разобрал китайца этого и попробовал на оригинальный корпус. Я взял вот этот бэушный, поцарапанный, начал примерять, но оно не ставится. То есть оно должно быть меньшего размера, это кольцо. Что я сделал? Я взял. Тут у нас есть такой вот это вот такая вот полочка. И я начинаю над фильком понемногу ее стачивать. Я ее стачивал по всей окружности. И в итоге, после какой-то 1000-й примерки, оно подошло, встало, и я его еще запрессовал с помощью тисков небольших таких, под небольшим давлением, но постоянным. Оно так постояло, оно туда вдавилось, и все идеально. То есть, как бы, да, это уже не оригинальный вид, но, блин, ребята, ну выглядит оно реально сочно. То есть, как бы, для себя я понимаю, это не оригинал, и я их не выставляю в продажу, потому что, ну, это уже мои часы с моей историей. Как, в принципе, и те тоже часы. Но там все оригинально, там все хорошо. Но вид, конечно, имеют обалденный. Как бы они и внимание собирают, обращают внимание, люди хотят посмотреть, что это такое, что это у тебя за часы. Вот. Так что такая вот история, дорогие мои друзья.
Не попадайтесь, пожалуйста, на подделки. Внимательно следите за всеми надписями, вот все. Вот нужно присматриваться к деталям. Нельзя совершать быстрые такие, знаете, горячие сделки, потому что вот на этом и можно попасться. Вот они выставили только вот эти часы китайские. Я их практически сразу же купил, потому что думаю, ну вот блин, ну вот по-любому кто-то купит. Ну вот кто-то купит, это должен быть я. Ну и я ж сразу же позвонил, там я с человеком, наверное, минут 40 разговаривал. Это был просто ужас. Ну, он мне там еще немного уступил. Я же думаю, ну, если ты уступил, то что ж, давай поговорим. А он мне там много чего рассказал интересного. Точнее, как для меня, неинтересного. В принципе, лишнее. Ну, в общем. Так что вот так, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Остерегайтесь подделок. Всем хорошего дня, всем удачи, всем пока.